Доброго времени суток, мои любимые телезрители. Прошла еще одна неделя, и вот вам новый видос. Сразу же переходим к комментариям, хочу попасть в видео. В этот раз вы были большие молодцы, и вас оказалось действительно много. Очень хорошо, мне очень приятно. Далее переходим к вашим выдуманным персонажам. Корохострельный канал прислал вот такого Ганнибала Лектора. Имя супер мощный псих, сокращение СМП. Сила бьет ломом сильно и так может убить. Категория выживший. История: он сбежал с психушки, когда настала амнезия, и начал всех кромсать. Короче, он ни за кого, броня слабая. Лет 23. Цель: найти советского алхимика, вступить в команду алхимика, потому что друг алхимика больше с ним не дружит, и он решил занять его место. Какой алхимик? Ладно, дальше. Нерегинс прислал вот такого мужичка. Имя Берт, сила 2 стены, оружие золотые кастеты, биография: Берду 28 лет, пол мужской, был осужден к 8 годам тюрьмы. Он зародился, наверное, имеется в виду заразился. Он заразился, но из-за шизофрении и раздвоения личности, как в Флиппе, смог сохранить рассудок. Вместо ноги у него протез. Еще он пироман. Ну, неплохо. Ну и переходим к самому видео. Погнали! Давайте сначала начнем, почему я выбрал Супермена именно киношной версии DC. Потому что он по силе такой середнячок, то есть он более приближен к уровню сил Сплендида, который зараженный в амнезии. А если вы знаете, вообще версии Супермена просто туча. Вот, их там около десятка. Там есть такие супермены, которые могут просто одним ударом вселенную вынести, и они нам не подходят. И есть слабее чуть-чуть, чем даже тот, который вот. Вот, так что переходим именно к Сплендиду. У нас в гостях Сплендида будет 2, потому что Сплендид с оригинала, он более сильный и веселый, у него есть свои фишечки с доказательствами именно. И от него мы будем отталкиваться, именно переходя к Сплендиду, который зараженный в амнезии. Вот, начнем, пожалуй, с оригинального. Имя Сплендид, происхождение Happy Tree Friends, уровень сил 6А, пол мужской, классификация: белка или тяга, супергерой, возраст неизвестно. Силы и способности: сверхчеловеческие физические характеристики, сверхчеловеческие чувства, ударные волны, энергетические атаки, манипуляция гравитацией, полет, космические путешествия, манипуляция теплом, манипуляция холодом, телепатия, регенерация, сопротивляемость тепловая, вакууму и холоду и так далее. Манипуляции со временем. В одной серии отмотал время назад. Слабые стороны: криптонит лишает сил, и его начинает мучить морская болезнь. Разрушительный потенциал, по крайней мере уровень континента. Сплендонт переместил и разрушил Луну вплоть до планетарного, уничтожил все живое из-за несварения своего желудка. Это было в одной серии, где он торнадо в себя всосал, а потом выпустил, и все подохли. Диапазон 1000 километров, пользовался лазером из космоса. Прочная защита, уровень континента плюс, атака Луной не нанесла ему ущерба. Скорость, вероятно, выше скорости света, обратил время вспять. В одной серии он время обратно отвернул, чтобы у него пирожочек не сгорел. Сила на подъем, до малого планетоида Сплендонт сдвинул Луну. Сила на удар, уровень страны плюс. Выносливость очень высокая, дополнена быстрой регенерацией. Интеллект очень низкий, в оригинале он тупорылый как пробка. Боевые навыки, ничего интересного. Экипировка, повязка на глаза. Вот, если брать все, что было выше сказано, то это неплохой такой персонаж, очень даже сильный. И сейчас я вам объясню, почему я хотел именно Сплендида оригинального. Просто сейчас я буду из его вычеркивать и добавлять то, что мы знаем с Сплендида Экса. Поехали. Смотрите. Начинаем с силы и способности. Ну еще происхождение, амнезия и уровень сил 7. Почему я так решил? Смотрите, в амнезии нам очень его мало показали, и в принципе он ничего интересного нам не показывал. Смотрите, минус космическое путешествие. Мы его в космосе не видели, он туда не улетал. Манипуляции холодом нам тоже не показали. Регенерация. Не знаю, ее тоже не показали. Манипуляция со временем. Я очень сильно сомневаюсь, если бы она тут была, он бы что-нибудь сделал с этим. Слабые стороны. Здесь криптонит на него действует, но у него нету рвотного рефлекса, и он как бы продолжает сражаться более-менее. Разрушительный потенциал.
Мы вычеркиваем все эти континенты и планетоиды, потому что максимум, что вы увидели, что он гору разрушил, которая, ну, вы поняли, башня террора. Диапазон сотни километров, ну, потому что кроме его лазера мы ничего не видели, и все. Прочная защита. До города плюс. Ну, потому что он не пережил атомную бомбардировку. То есть, если Сплендид оригинально пережил удар луной, то тут он просто взрыва одного не выдержал. И скорость у него тут, скорее всего, ниже, скорее всего, до 4 значных чисел Маха. И сила на подъем, скорее всего, тоже ниже, сотни тысяч тонн. Сила на удар, как я говорил, Холм плюс, выносливость высокая, интеллект, ну тут, я думаю, повыше, но ничего про это сказать не могу, он ничего гениального или что-то вроде не сделал. Боевые навыки тоже непонятны, просто рукопашник и пока непонятно, честно. Ну и повязка на глазу. Так, и переходим к нашему противнику. Это Супермен именно с фильма, я напоминаю. Имя Кал-El, Кларк Джозеф Кент, Супермен, Человек из стали, Ложный бог. Происхождение DC Extended Universe. Уровень сил 7. Пол мужской. Классификация криптонец, супергерой-журналист, член Лиги Справедливости. Возраст 35. Силы и способности. Сверхчеловеческие физические характеристики, сверхчеловеческие чувства, ударные волны, энергетические атаки, манипуляция гравитацией, полеты, космические путешествия, манипуляция теплом, манипуляция холодом, тактильный телекинез, регенерация, сопротивляемость, слабые стороны. Криптонит лишает криптонца всех его способностей, пока тот находится рядом с ним и вызывает сильнейшее отравление, вплоть до летального исхода. Разрушительный потенциал, по крайней мере уровень небоскреба, пробивает защиту более высокого уровня, сломал броню степному волку. Диапазон сотни метров. Прочность защита, уровень города, атака топором степного волка его даже не поцарапала. Скорость высокая гиперзвуковая, до 4 значных чисел Маха, двигался наравне с Флэшем. Сила на подъем, сверхчеловеческая неопределенного уровня, вероятно миллиарда тонн. Сила на удар, уровень города. Выносливость, очень высокая, дополнена быстрой регенерацией. Интеллект низкий, убился от Думсдея вместо того, чтобы отдать копье чудо-женщине. Боевые навыки на уровне фермера, хорошо ломает шеи. Экипировка, пафосный плащ. Ну и вот, сегодня у нас будет только 2 боя. Теперь вы знаете примерные силы. Мы не будем сравнивать его со Сплендидом из оригинала, потому что Сплендид, который с оригинального Happy Tree Friends, его просто размажет и все. Вообще без шансов, вообще никаких шансов у него не будет. Итак, поехали. Стандартный бой. Например, они встретились где-нибудь в поле, узнали, что они враги, и начали бой. Лазеры у них одинаковые, сила на удар у Сплендида по идее мощней, но прочность у Супермена как бы выше, а все остальные характеристики плюс-минус равны. И еще это зависит от того, как Супермен как бы поглотил энергию нашего Солнца. Но предполагаю, что будет скорее всего ничья. Сплендид бьет сильнее, но у Супермена больше прочка, так что поставим им 1-1. Поехали в следующий бой. Герои под воздействием криптонита. И тут очень интересный вопрос. Мы не видели, что может Сплендид под именно криптонитом, но его не тошнило, он мог двигаться и как бы еще летел после вдыхания. В то же время Супермен как бы тоже мог летать, но с очень большим усилием. Но я предполагаю, что Супермен все-таки силой воли будет посильнее, и скорее всего он завалит именно Сплендида. Так что записываем единичку Супермену. И того у нас получается 2-1. Но тут в бой вступает Сплендид, который с официально Happy Tree Friends, и он просто делает их обоих. И на этом все. Так что переходим к вашим комментариям. И первый комментарий написал Петр Сухановский. Он написал: Нимао Вотчей, а не Хеба, наверное, его брат. Это, если что, он имеет в виду по поводу предыдущего ролика, по поводу якобы сына Хебы, вот этого малого белого. Дружище, я, чуть-чуть, может, что не понимаю, да, но ты видел Нимао вообще? Он вообще другой, он, во-первых, с крылышками, во-вторых, он полностью белый, пушистый. У него вообще все разные формы хвостов, ушей и так далее. То есть, потому что он белый, из-за этого только. Не знаю. Напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Я думаю, Нимао тут вообще никаким боком не привязан к амнезии. Дальше. Джозеф Сид 2 пишет: всегда было интересно, почему лицом канала является Рэнч из Watch Dogs. Знаешь, что я тебе скажу? Я не играл в Watch Dogs. Я не знаю, кто такой Рэнч, но я предполагаю, что этот мужик в маске, который кожанки одет. Так вот, отвечу на этот вопрос. Мне просто картинка понравилась.
Ничего сверхъестественного. Поехали дальше. Valprokva 1234 пишет: когда я смотрел Крот против Дискомишки, я заметил в видео, что Крот вроде бы... Чего? Крот вроде бы еще дышит, и почему Крот не добил Дискомишку? Как ты думаешь, Сплендит жив или нет? И вдруг им нельзя 1.5, тот енот не лифте, шифте вообще. А какой-нибудь другой левый енот, хочу видео. Что-то много вопросов. Ладно, Мишка дышал, ой, точнее, Крот дышал. А толку от него? Он слепой, а теперь еще глухой. Не боец, даже если он выжил, что я сильно сомневаюсь. Почему он не добил Дискомишку? Ну, потому что он крутой, пафосный агент, который типа, ну ладно, добивать его я его сделал. Ну, просто, как бы сказать, свои силы переоценил. Сплендит, не знаю. Если он жив, это будет круто, потому что, ну, как ты сейчас слышал по характеристике, он не выдержал ядерного удара, ну, по идее, не должен был быть. Ну, то есть должен был выдержать. И в этом, в 1.5 лифте, нет, там был лифте, не другой. Вот и все. Про шифте, если что, будет отдельный ролик. Себастьян уже писал, я уже отвечал. Ну вот и все, ребятушки. На этом будем заканчивать. Не забывайте заходить ко мне в группу ВК и подписываться. Лайкать там всякие интересности. Там будут, естественно, спойлеры, будут анонсы и так далее. А на этом все. Подписывайтесь, ставьте огроменный лукас, пишите комментарии, бейте в огроменный колокол. Всем, ребятушки, пока-пока.